Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по плейлисту по книге Стивена Пратта «Изучаем программирование C++». Это наше 11-е видео, насколько мне может не изменять память, и мы сегодня с вами будем продолжать разговаривать про операторы в C++. Поэтому, если не смотрели предыдущие ролики, то по ссылочке в описании обязательно переходите в плейлист и смотрите с того занятия, на котором вы остановились, иначе здесь будет ничего не понятно. Ну а если все смотрели, то, как обычно, не забываем ставить лайк и подписываться на канал с самого начала, потому что я напоминаю вам, что мы большие молодцы, и время просмотра подписчиками за последние 28 дней 60, почти 7%, бьем все рекорды, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажали на колокольчик и увидели новый ролик, смотрим его, получаем удовольствие, изучаем вместе со мной здесь этот замечательный и сложный язык C++. Окей, поехали. Сегодня у нас с вами продолжение операторов вообще. И сейчас нас с вами ждет оператор присваивания. Оператор присваивания присваивает значение ячейки памяти, как мы уже с вами разобрались на прошлом занятии. Например, следующий оператор присваивает целое значение 25 ячейки памяти, обозначаемой переменной characters. Об этом мы тоже с вами говорили, что эта запись означает, что мы присваиваем значение 25 в нашу переменную с идентификатором characters. Окей, символ равно называется операцией присваивания. Операция присваивания называется. В словарь не заносим операцию присваивания, потому что это то же самое, что и присваивание. Я тут загуглил. Это то же самое, что присваивание. Поэтому просто запомнили, что символ равно называется операцией присваивания. Одной из необычных особенностей языка C++, как и C, является то, что вы можете использовать операцию присваивания несколько раз подряд. Например, приведенный ниже код является вполне допустимым. То есть мы инициализируем переменную Steinway, инициализируем переменную Baldwin и инициализируем переменную Yamaha. И мы в Yamaha можем присвоить Baldwin, можем присвоить Steinman и присвоить значение 88. И во все справа налево, да, присвоится значение 88. То есть сначала оно присвоивается в Steinman, потом из вот этого 88 присвоится сюда, а потом присвоится сюда. Операция присваивания выполняется поочередно справа налево. Сначала значение 88 присваивается переменной Steinway, затем это же значение присваивается переменной Baldwin и, наконец, переменной Yamaha. В языке C++, как и в C, допускается написание такого причудливого кода. Второй оператор присваивания в листинге 2.2 демонстрирует возможность изменения значения переменной. Была у нас такая строчка, да, в которой мы из нашей переменной characters вычитали значение characters минус 1, да? Ну, то есть, в смысле, меняли значение characters на минус единичку. Выражение в правой части оператора присваивания characters минус 1 является примером арифметического выражения. Компьютер вычитает 1 из 25, то есть текущего значения переменной characters, в результате чего получается 24. Да, я как-то сказал так, как будто бы здесь 25 минус 1, ну, в смысле, не 25 минус 1. В общем, я как-то так неправильно сказал, но вы поняли, да, что здесь будет 25 и минус 1. Надеюсь, поняли, я просто как-то сказал так себе. Не буду так больше говорить. В общем, соответственно, затем операция присваивания сохраняет новое значение в ячейке characters. Здесь все окей. Новый трюк с объектом cout. До настоящего момента в примерах, приведенных в этой книге, в этой главе, объект cout принимал строки для последующего их отображения. В листинге 2.2 объект cout принимает переменную целочисленного типа. Вот здесь вот. Объект cout принимает переменную целочисленного типа. Объект cout принимает переменную целочисленного типа. Хорошо. Дальше. Программа не выводит слово characters. Взамен этого она выводит целое значение 25, присвоенное переменной characters. Здесь следует отметить два трюка. Во-первых, cout заменяет переменную characters ее текущим числовым значением 25. Во-вторых, cout транслирует это значение в соответствующие символы вывода. Первое понятно, второе. Во-вторых, cout транслирует это значение в соответствующие символы вывода. Тяжеловато, но, может быть, дальше пояснят. Как видите, cout работает и со строками, и с целыми числами. Этот факт может показаться не особо существенным. Тем не менее, учтите, что целое число 25 все же отличается от строки 25 в кавычках. Строка содержит символы, посредством которых вы записываете число, то есть символ 2 и символ 5. Программа хранит числовые коды для символов 2 и 5. Для вывода строки cout печатается каждый символ, однако целое число 25 хранится как числовое значение. Ну понятно, да, то есть это не строка, это два символа, 2 и 5,
А когда мы выводим carrots, то у нас выводится 25. Именно не 2,5, а прям 25, как значение. Угу. Хорошо. Однако целое число 25 хранится как числовое значение. Вместо того, чтобы хранить каждую цифру по отдельности, компьютер хранит 25 в виде двоичного числа. Это представление обсуждается в приложении A. Основной смысл заключается в том, что объект cout должен преобразовать целое число в символ. Основной смысл заключается в том, что объект cout должен преобразовать целое число в символ, прежде чем он будет выведен на экран. К тому же cout способен определить, что переменная caret является целочисленной и требует преобразования. Основной смысл заключается в том, что объект cout должен преобразовать целое число в символ, прежде чем оно будет выведено на экран. Пока непонятно, но очень интересно. Возможно, интеллектуальность cout можно лучше понять, сравнив его со старым способом вывода в C. Чтобы напечатать строку 25, ну в смысле строку в кавычках, да, и целое число 25, в C применяется многоцелевая функция вывода printf. Printf printing a string, вот это вот непонятное s, видимо, что это string, да, n25, и напечатать integer, и здесь d какая-то, вот эти вот штучки в C, это я видел, да. Не вдаваясь в тонкости работы функции, следует отметить, что указанная отображенная информация, строки или целого числа должны использовать специальные коды, вот эти вот, да, вот значок, как он, не знаю, как он называется, деление с остатком C и деление D. Если вы хотите, чтобы функция print напечатала строку и по ошибке передадите ей целое число, то print не заметит здесь ошибки. Она продолжит работу и выведет на экран бессмысленный набор символов. Что касается объекта cout, то его интеллектуальное поведение возможно благодаря средствам объектоориентированного программирования C++. По сути, операция вставки, наши скобочки, да, в языке C++, изменяет свое поведение в зависимости от того, с данными какого типа она работает. Это пример перегрузки операций. В последующих главах когда мы займемся рассмотрением перегрузки функций операций, вы узнаете, как самостоятельно реализовать подобные функции. Хорошо. Хорошо. Вроде бы хорошо, вроде бы нехорошо, да? В общем, нам нужно запомнить, что у нас cout замечательный и сам понимает, что в него приходит значение или строка. Да? На данном этапе. Как будто бы так. Cout и printf. Если вы привыкли программировать на C, вообще нет. И работали с функцией printf, вообще нет. Работа объекта cout может показаться странной. Вообще нет. Конечно, можно по-прежнему пользоваться функцией printf, особенно если у вас уже накоплен опыт работы с ней. Однако на самом деле поведение cout не выглядит более чуждым, чем поведение функции printf со всеми ее спецификациями преобразования. Вот мне, например, наоборот, когда я вижу вот такую вот запись, ну, камон, ты просто пишешь cout, ты пишешь туда переменную, а тут что-то кого-то как-то, кого-то, что тяжко. Так вот, напротив, cout обладает значительным преимуществом по сравнению с printf. Способность распознавания типов данных объектом cout свидетельствует о его более интеллектуальном и надежном проектном решении. Кроме этого, он является расширяемым. Это означает, что вы можете переопределить операцию вывода, чтобы объект cout мог распознавать и отображать новые типы данных. И если вам по душе широкие возможности управления, которые предлагает printf, то вы можете добиться тех же результатов с помощью cout. Смотрите главу 17. Но это далеко там. Так, хорошо. Другие операторы в C++. Давайте рассмотрим еще пару примеров операторов. Программа, представленная в листинге 2.3, продолжает предыдущий пример, позволяя вводить значения во время выполнения. Для этого в ней используется объект sin, аналог cout, но предназначенный для ввода. Кроме того, в программе продемонстрирован еще один способ использования универсального объекта cout. Листинг 2.3. Давайте мы его создадим. Так как нам сказали, что это будет продолжение, скопируем прошлый код и просто его дополним. Изменим здесь у нас получается getInfo. Get-info. Дайте нам информацию .cpp, да? Вот и вывод. Вот и вывод у нас это output и input, да? Насколько мы полиглоты уже с вами. Хорошо. Далее include usestream. Окей, main есть, using namespace есть, carrots есть. Далее у нас с вами вопрос how many... Не то чтобы, она вообще на самом деле немножко другая, да?
Ну, давайте удалим это дело. Вот так. Сотрем, а это оставим. Соответственно, using namespace у нас с вами есть, объявление переменной у нас с вами есть. Далее у нас через объект out мы будем выводить сообщение. How many carrots do you have? Сколько морковок ты имеешь? Do you have? Сколько у тебя есть морковок? Сколько у вас есть морковок? У меня одна лежит в холодильнике, надо бы ее съесть, она лежит там достаточно давно, не умерла ли. Тысячи извинений, что я с этими морковками. Так, carrots и, соответственно, seeing carrots. И комментарий вот C++. Вот, ну, input, да? C++ input. C++ input у нас здесь. Хорошо, ввели строку, далее мы выводим на экран, точнее в консоли, еще одно сообщение. Here are two more. Теперь на 2 больше. Говорит нам это сообщение. И мы берем в наш carrots. По старой нашей схеме берем carrots и прибавляем к нему 2. Далее комментарий. Следующая строка выполняет конкатенацию вывода. Следующее слово сложное, да? Следующая строка выполняет конкатенацию вывода. Конкатенацию. Следующая строка выполняет конкатенацию вывода. The following line performs concatenation on the output. Соответственно, у нас есть... Да что такое начнется опять? 1000 лайков получу под видео. 1000 лайков. 1000 извинений, вот это я могу, да? Now you have. Говорит нам консоль, что теперь ты имеешь столько-то морковок. И, соответственно, далее мы делаем вот такую вот штуку, да? В одном, так сказать, предложении мы используем несколько операторов. Все время забываю, как они называются. Операторов вывода. Просто вылетает из головы. Ну и все, и далее inline. Хорошо, давайте посмотрим перед тем, как... Да что такое? Невозможно. Соответственно, давайте посмотрим, что мы здесь сделали в программе, да, а потом уже почитаем, что у нас в книге. Соответственно, вначале мы, как обычно, с вами писали комментарии, что делает наша программа, ну, точнее, не делает, а как она называется. Далее, у нас с вами подключение директив препроцессора EOStream, который разрешает, ну, то есть позволяет нам работать с объектами cout и scene, соответственно. Далее у нас основная функция main, в которой мы заходим, и в теле нашей основной функции main пользуемся, указываем, что будем пользоваться пространством имен std, далее объявляем переменную нашу carrots, как и в прошлый раз, далее мы выводим сообщение в консоль, что, ну, типа how many carrots do you have, не типа, а в смысле не тип данных, а вот это оно нам и выведет, да, просто сообщение. А далее мы ожидаем, что программа спросит у нас, скажет, введи количество твоих морковок. И мы ручками введем какое-то число. Далее мы внутри программы нам покажет, нет, невозможно, надо пойти умыть нос, я умру сейчас. 1000 извинений. В общем, далее у нас с вами вывод сообщений на консоль here are two more. Точнее, ну, что как бы на 2 больше теперь у тебя будет. Далее мы производим операцию с нашей переменной carrots, мы берем ее и прибавляем к ней еще значение 2. Соответственно, что бы мы здесь не ввели, дальше у нас это значение увеличивается на 2. И далее у нас происходит конкатенация нашего оператора вывода, да, нашего объекта cout. Мы берем, пишем один раз cout, далее используем... Вот, вылетает из головы, как это называется, и все, оператор вывода, да. Берем, пишем его разочек, потом пишем какую-то фразу, потом еще раз его пишем, потом пишем нашу переменную, потом еще раз его указываем и еще раз пишем. Это и есть как бы конкатенация, сложение, да, с нескольких в одно получается. Вот, и выводим это сообщение на экран, что сейчас мы имеем столько-то морковок. Вот, давайте проверим, работает ли наша программа, запускаем ее и смотрим, что у нас с вами происходит. У нас программа спрашивает, сколько морковок у нас есть. Мы, давайте, сколько, неважно, 27 морковок у нас есть. И мы прибавили вот здесь вот им двоечку, да, и нам пишут, что теперь у нас есть на 2 больше, теперь вы имеете 29 морковок. Многовато, да? Но, в общем, сколько есть, все наши. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Стивен Пратта.
Подгонка кода программ. Если в предшествующих листингах мы добавляли scene.get, вам необходимо добавить два оператора scene.get в данный листинг. Если в предыдущих листингах вы добавляли, вам необходимо добавить два оператора scene.get в данный листинг, чтобы сохранить вывод программы видимым на экране. Кстати, хотел проверить. Говорили, если перейти в релиз и запустить программу, то мы не увидим вывода, что она исчезнет. И нам нужен будет этот scene. 25. Нет, тоже не исчезает. Ну, наверное, исчезнет, если мы зайдем в проект с нашим проектом в релиз и запустим ее отсюда. How many carrots? Одна у меня в холодильнике, да, и вот теперь она пропадет. А в дебаге не пропадет? 5. Тоже пропадет. Вот, если так запускать наши программы, то пропадает, если в среде разработки, то не пропадает. Поэтому вы смотрите, да, чтобы у вас выставлено был дебаг, там ваш операционный, ну, в смысле, разрядность вашей системы и так далее. Поэтому мы с scene.get пока не делаем, потому что мы не используем наши экзешники как-то еще. Да? В любом случае, если в предшествующих листингах вы добавляли scene.get, вам необходимо добавить два оператора scene.get в данный листинг, чтобы сохранить вывод программы видимым на экране. Первый оператор scene.get будет читать символ новой строки, генерируемым нажатием Enter или Return после набора числа, а второй заставит программу приостановиться до нажатия клавиши Enter или Return вновь. Ну, у нас вроде бы таких проблем нету, поэтому мы идем дальше. Ниже показан пример ввода программы Listing из 2.3. How many carrots do you have? 12. Here are two more. Now you have... 14, не знаю. Ну, в общем, 14 теперь у нас есть. Да? Ну, так как у нас было 25, там 27 или 27, 29, в общем, все отработало корректно. Эта программа определяет, в смысле обладает, эта программа обладает двумя новыми особенностями: использование scene для чтения клавиатурного ввода и комбинирование 4 операторов вывода. Да, оператор вывода, все. Илюша, запомни, оператор вывода. Так просто, ну, как будто ты знаешь, знаете, как стих, когда ты его наизусть уже выучил, и потом начинаешь его рассказывать и забыл, и смотришь на него и такой: о, как же. Вот и у меня с оператором вывода такая же история. Ну, в общем, оператор вывода, да. Комбинация 4 операторов вывода в один. То есть вот здесь у нас первый, второй, третий, четвертый. Вот в этой строке у нас конкатенация, она же комбинация 4 в 1. Хорошо. Использование scene. Как видно, по выводу программы из листинга 2.3 значение, введенное с клавиатуры, в случае автора 12, в нашем был другой, но неважно, в конечном итоге присваивается переменной carrots. То есть, когда мы вот здесь вот вводим наше значение, оно присваивается в carrots. Можно, кстати, посмотреть, это будет в отладчике. Сейчас дочитаем, что нам тут говорят, и если что, посмотрим в отладчике. Соответственно, это осуществляется следующим оператором scene, оператор присваивания, и carrots. Взглянув на него, вы наглядно видите информационный... Опять это слово, извиняюсь. Взглянув на него, вы наглядно видите информационный поток. Меня вообще убивает. Информационный поток из объекта scene в переменную carrot. Взглянув на него, смотрим очень внимательно, взглянув на него, вы наглядно видите информационный поток из объекта scene. То есть, видите, стрелочки как бы на carrots указывают, да, то есть информационный поток идет из объекта scene, который мы писали вашими ручками, он идет в carrots. То есть, как бы мы записываем вот сюда то, что мы пишем здесь. Отсюда вот прям информационный поток. Меня разрывает от этого информационного потока. Ну, собственно, разумеется, существует более формальное описание этого процесса. Подобно тому, как C++ рассматривает вывод как поток символов, выходящих из программы, вот рассматривается как поток символов, входящих в программу. Файл stream определяет scene как объект, который представляет этот поток. При выводе оператор вывода, соответственно, вставляет символы в поток вывода. При выводе операция вставляет символы в поток вывода. Вот здесь вот мы как бы вставляем символы в поток вывода. Берем и вставляем. А здесь мы вставляем, мы вставлятели. При вводе объект scene использует операцию, в общем, эту операцию для извлечения символов из потока ввода. Обычно в правой части операции указывается переменная, которой будут присваиваться извлеченные данные. Символы оператора ввода и вывода были выбраны для визуальной подсказки направления потока информации. То есть вот здесь Хотя вот я не знаю, я говорю, я вот на это смотрю, по мне было бы логичнее наоборот.
Вот здесь хотя ну как бы стрелочки как будто бы указывают, да, вот сделали бы тогда вот так вот, ну вот так вот бы сделали, да, ну или там две, потому что такая штука используется, все плюсы, ну вот так вот бы сделали, или ну если вы хотите стрелочку, потому что вот я вообще нет, вот у меня, мне наоборот всегда казалось, что как бы куда раскрыто, туда и идем, понимаете, типа, ну, не все out, то есть вот эта строка, не наше предложение, вот это идет в объект SEOut, а как будто бы SEOut это нам показывает. Вот у меня как-то так в голове было. Ну и сделали бы вы вот такие стрелочки. Удобнее же было бы. Ну просто я не логичный и вообще у меня в голове все по-другому. Может для программистов так понятно, но для меня вообще ни разу так было непонятно. Но привык, что теперь? Что теперь делать? Окей, подобно Syn и Seout являются интеллектуальными, в смысле Syn, так же как Seout, является интеллектуальным объектом. Он преобразует входные данные, представляющие собой последовательность символов, введенных с клавиатуры, в форму, приемлемую для переменной, которая получает эту информацию. В нашем случае программа объявляет caret как целочисленную переменную. В нашем случае программа объявляет caret как целочисленную переменную, поэтому входные данные преобразуются в числовую форму, используемую компьютером для хранения целых чисел. Но там может быть, конечно, все по-другому и очень плохо, да. Так, хорошо. Что у нас по времени? Ой, мимо тыкнул. 21 минута. Я думаю, что 20 минут мы просто до конца все равно не дойдем сегодня. Поэтому... Поэтому давайте, наверное, тормознем здесь. Хотя там не так много осталось на самом деле. Ладно. Лишним, как говорится, занятия не будет в любом случае. Давайте еще раз вот здесь пробежимся отладчиком, быстренько посмотрим на все это дело, что здесь действительно происходит и как оно куда записывается. И будем на этом заканчивать. Запускаем отладчик, ставим точку остановки, запускаем отладчик. Заходим в нашу функцию main и, соответственно, using namespace все это дело пропускается. Далее мы объявляем переменную carrots, видим, что в ней лежит мусор. Вот у нас показано, что очень много мусора, ну в смысле не мусора, а просто какое-то рандомное значение лежит, которое мы еще с вами не инициализировали. Далее мы, пока что у нас консолька пустая, далее мы увидим, что через объект SEOut, вот мы как бы SEOut, поток информации выводит нам в консоль. Вот видим, да, поток информации у нас выводится в консоль. Получается вот это вот предложение how many carrots do we have после этого шага, вот он вывел нам ее, показал нам ее. Ну, я не знаю, мне очень тяжело так запоминать. Ну, в смысле, понимать. Но будем понимать, да, что если туда показано, то есть открытые скобочки, это туда показано туда. Хорошо. В общем, показал нам SEOut, объект SEOut, все вот это вот дело. И далее на 9 строке кода мы подошли к строчке, где мы через оператор Cin и объект, не объект, а через объект Cin и оператор ввода будем вводить наш caret. Сейчас мы видим, да, что там какое-то непонятное значение. Мы переходим в следующий шаг, нас перекидывает в консоль и просит нас что-то ввести. Мы вводим 12 и смотрим, что теперь наш caret с вами действительно стал равен 12. Там есть значение 12. Да, не равен 12, а есть в нем значение 12. Далее мы с вами выводим опять сообщение here are tomorrow. Here. Вот это, как это вообще произносить? Это кошмар какой-то вообще. Вышло у нас с вами сообщение, и здесь у нас будет с вами происходить данная операция. То есть мы сейчас можем посмотреть, что наш carrots равен еще 12 до того, как мы выполним эту строчку кода. Да? Наш carrots 12 и плюс 2. Соответственно, после того, как мы перейдем сюда, наш carrots стал равен 14, потому что произошла вот эта вот наша операция. Далее мы производим конкатенацию строк, то есть пока что у нас ничего не написано, но на следующем шаге, когда мы перейдем на следующий шаг, у нас с вами выполнится вся эта строка, в которой мы увидим и now you have, и carrots, и inline, соответственно, кареточка тоже перейдет на следующую строку. Поэтому переходим на следующий шаг, смотрим в консоль и действительно видим, что у нас вывелось это предложение. Carrots наш стал 14, действительно вывелся, а не 12, который мы вводили ручками. И, соответственно, все, наша программа завершается, получает удовольствие, все там это освобождается. И левая ладошка чешется. Это к чему? Лайков, наверное, много будет. Нос чесался, ладошка зачесалась. Помыться может?
Да ладно, я шучу. В общем, вот такое вот занятие у нас сегодня с вами получилось. Я думаю, было интересно, замечательно и познавательно. Узнали еще сегодня про объективные информационные потоки. Информационные потоки идут к вам через монитор. В общем, занимаемся по книге Стивена Прата. И не забываем ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, потому что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 60, почти 7% зрителей, но наш с вами челлендж 70%. Так что давайте свой информационный поток, ставьте лайки, в общем, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые ролики. В следующем ролике мы закончим, видимо, с вот этим вот, мы проговорим про конкатенацию с помощью сяут, мы поговорим про син и сяут, признаки класса, и поговорим про... Ну, там большая функция начинается. Посмотрим, сколько мы потратим времени на вот это вот. И, возможно, перейдем к функциям. Возможно, перейдем к функциям, а возможно, не перейдем. Мы перейдем это потом. В любом случае, меня зовут Илья. Это канал «Изучаем C++ вместе». Мы здесь с вами разбираемся во всех этих кодах, во всех этих тонкостях, во всех этих замечательных пусечках в этом языке замечательном, вот, и сложном очень. И занимаемся по книге Стивена Прата. Все полезные ссылочки найдете в описании на другие плейлисты и на всякое вот это вот. Обязательно заглядывайте в описание, там много чего интересного и полезного. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока. Информационный поток. Как же меня рвет с этого, я не могу.